Всем огромный привет! Посмотрите, куда она взбирается. Это непослушная, непоседливая Дисхидия хирсута. Девочки, гляньте, где она уже. Причем прошла сквозь вот эти отверстия в стеллаже. И кроме как черенкованием ее не спасти. Но я уже вот этот краешек вывела сюда. И она уже так ползет. Но не она одна. Вот здесь еще один усик. И знаете, чей это усик? Вот он, вот он, вот он. Это начала свой рост. И листики даже растит. Собак Бьюти. Боже, мне так нравятся ее листики. Она осенью засушила усик вот здесь и остановилась. А потом уже в конце зимы ожила. Ожила. И пошла. И идет, и идет, и идет. Просто великолепно. И точно так же сейчас ожила красавица эллиптика сплэш. Боже, какая прелесть, какая прелесть. Девочки, хотела ее начеренковать, но тут пока нечего черенковать. Так, я хочу посмотреть на бутончики. У нас будет цветение или нет? Ну, непонятно. Это она собиралась. Видите, она 2 раза уже цвела, а 3-й раз она засушила их. Ну, ладно. Не хочет, так не хочет. Еще мокренькая. Кстати, очень быстро хои просыхают в этих глиняных горшочках. Надо следить. Так, и вот здесь еще одна стрелочка, которая уже вышла из горшочка наружу. Это моя красавица хоечка. Ой, New Host. Не так. Nova Host, да? Есть Grey Host, а это Nova Host. Очень она мне нравится, очень она мне нравится. Сейчас вам покажу еще одну, которая Аргентия Принцесс. Что она там вытворяет. Вот моя принцесса аргентинская, которая не стала принцессой. И смотрите, я ж думала, что я ее в конце февраля черенкану, а она все растет и растет и растет и растет. И я прям не знаю, когда она остановится. И мне кажется, что здесь что-то похожее на цветонос. Или это корешок. Возможно, это, девочки, цветоносик, да? Не знаю. Но листики у нее не стали, как у принцессы. В общем, вот, смотрите. Вот такие, но очень красивые. И позагорали на мартовском солнышке. Видите? Ну, я все же со временем, вот сейчас подожду, пока она тут нарастит еще листиков, потом буду ее черенковать. Дело в том, что она ушла в новохост, но мне кажется, она даже красивше. Но она, как знаете, она с ней похожа, но у нее есть какая-то своя изюминка. Есть. Так, а я с чего сюда пришла сегодня? Я еще вечером вчера посмотрела и хотела полить. Вижу, что очень быстро пересыхает хишкелиана. Посмотрите, как она красиво загорела уже. Еще даже солнца такого активного нет. Но посмотрите, какие уже листики загоревшие. И вижу, тут где-то даже есть бутончики. Ну, кое-где. То там, то сям. Она у меня уже цвела. Интересно цветет. Красивенькая. Красивенькая. Я вижу, что... А, вот. Вот, девчонки. Корзиночка маленькая такая, видите? Сейчас я вам поближе покажу. Я знаю, что вам это интересно. Я сама обожаю рассматривать вот эту всю мелкосню. А ну кто там формирует новые цветочки? Боже, такие мелкашные, что даже на них камера не фокусируется. Очень красиво. Я знаю, у девчонок есть хишкелиана альбомаргинатная. Это когда по краю варигатность. И есть классическая. Но это самая капризная. Нет, не так я говорю. Она не то, что самая капризная, она просто долго укореняется очень, как-то с трудом. У меня тут уже корней, надо пересаживать, девчонки, ее. Да, ее надо пересаживать, переваливать, я бы так сказала. Надо ей горшочек какой-то придумать. Ну, пока растет.
новые листики красные. Она просто имеет такую явную варигатность зеленых листьев. Она у меня, в принципе, иногда вот продуцирует. Вот видите, вот зеленый листик был, вот с меньшим количеством варигатности. Но это хорошо, потому что растению надо, чтобы происходил фотосинтез. И если растение полностью, как вот полинейра альбомаргинатная, может уйти полностью в белый, то оно погибнет, растение. Поэтому вот эти... Ой, какой красивый листик. Вот эти вот участки зелени, они нужны. И какой-то листик зеленый тоже нужен. Так что не паникуйте, если увидите у своей хешкелианы или у другой какой-то варигатной хоечки вдруг какой-то зеленый листик. Это ее лекарство, это ее спасение. Чем вы поливаете свои хоечки? Вот сегодня, например, это уже будет второй полив. Здесь у меня разведен такой хороший, имеющий состав препарат аминостин. Там есть все микроэлементы, витаминки и добавочки для стимуляции роста и развития. Но это не на постоянной основе, это вот таких пару поливов. А так, в принципе, я поливаю в основном удобрениями, которыми поливаю орхидеи. Сбалансированными, думаю, если будете поливать какими-то универсальными удобрениями для декоративно-лиственных, тоже не прогадаете. Там у меня еще серамис добавлен. Так, тут нет отверстия или есть? По-моему, есть. В общем, вот этого полива хватит, девочки, буквально на пару дней, потому что она уже имеет такую шевелюрку, и она быстро пересыхает. У меня там еще две укореняшки, сейчас я вам покажу. Вон там в сундучке с красной ручкой. Они так неплохо уже укореняются. Заглянем в сундучок. Это у меня тут котлея. О, кстати, девочки, Светочка начала растить уже активно свой усик. Жду листиков. Кстати, Светочку тоже надо полить. Она уже тоже просохла. Единственное, кто меня не радует, я вот смотрю, может лечузы приобрести, либо в гидропонику. У меня есть гидропоника. Вон там стоит. Вон они, видите, в мешочке там шарики. Может попробовать тедди-бир посадить в гидропонику, потому что вообще не хочет просыпаться, вообще ничего не хочет. Корней тут, ну я вижу, корни есть. Ну, девочки мне говорили на фитиль посадить. Но он у меня всегда влажный, я не могу понять, что он хочет. Смотрите, какие у меня уже цветоносы у биглипа. Панда, биглип панда. Посмотрим на него со временем. Так, у меня вот осталась одна красавица акута варигата. Такая клевая, в росте. Так что, кто хочет, могу прислать. Сейчас уже погоды наладились. Ну, акутка вообще классная. У нее такие листики, видите, прямо блестящие. Молоденькие, мягенькие, а когда взрослые, прям вообще клевые. Она так, очень она мне нравится. Так, ну заглянем в нашу тепличку. Я уже... Ой, завалила орхидею. Не сломала цветонос? Нет. Молодца, не сломала. Так, что у нас тут в нашем чудо-чемодане? Надо же проветрить, девчонки. Тут у нас подселились полинейры. Это, девочки, у меня неудача произошла с тем, что я залила в холодное время. Было прохладно, и я залила. Вот мои хешкелианки, две. Я их попыталась укоренить. Это мой первый опыт укоренения. Или уже не первый. Не, я, девчонки, вам срезы предлагала. Надеюсь, что у вас все пошло на ура. Вот. Есть точка роста. Вот есть корешки уже. Ну, пока вот только появляются. Появляются. Вот они, видите. У стенок горшочка появляются. Это уже хорошо. Так, а здесь? Здесь пока роста нет. Ну, корешок уже наклюнулся. Уже он дошел почти до самого низа. В общем, в таких условиях теплички они
Даже в условиях теплички они очень не быстро укореняются. Но я вам скажу, мне кажется, я бы, наверное, имела быстрее результат, если бы я посадила в перлит. Но это у меня торф Классман, и мне хотелось попробовать с торфом Классманом. Так, что у нас тут еще? Ага, вот у меня еще 2 череночка триколор. Кстати, недавно смотрела видео у кого-то из любителей хой. Сказали, чего хою триколор называют так? Это же рубра. Девочки, это что, разве рубра? Так, где твои корни? О! Точки роста еще нет, но корень есть. Сейчас я вам покажу этих малышей и покажу мамку. Мамка, вот это, конечно, тоже она... Предыдущая партия черенков у меня очень долго укоренялась, но там был не Классман, а был обычный, по-моему, составной грунт, и там было дело не так быстро. Сейчас вам покажу их материнское растение, короче, мамку. На черенок непонятно, кого презентуют, а вот здесь маманька, красавица. Вот у меня здесь обрезались вот эти череночки, я по одному узлику обрезала, укореняла. Видите, какой у нее красивый малиновый ус. И такие вот красивые листики она растит. Они потом со временем превращаются вот в такую вот молочное великолепие. А пока это вот так выглядит. Вот меньше света, больше листовая пластина. Ну, вообще очень красивая хоя. Сначала, знаете, проблемы в том, что даже не проблемы, она требует некого терпения, потому что она первое время после укоренения, она тяжело укореняется, потом первое время она сидит, и ты думаешь, ну и что дальше, что дальше? Она сидит, а потом она начинает стартовать. Мне нравится на обратной стороне такая, как знаете, приятная тактильное ощущение, как будто как мягенькая там с обратной стороны, такая красивая. В общем, раз она рубра, ну, наверное, рубра, не знаю. По-моему, какую-то еще, как-то ее принцессой какой-то называли. Есть у нее вот зеленые листья. Я вам расскажу, вы все эту историю помните, кто со мной смотрит видео про хоечки на моем канале. Она у меня после покупки просто ушла вот в такую в карнозу, в обычную зелень, потому что это же есть карноза. Я прям не знала, что с ней делать. Уже была такая огромная ветка зеленая. Я в итоге ее там у основания чикнула. И проснулась почка, которая дала именно вот такой вот уже цветной ус, на которой начали расти вот такие красивые листики. В общем, вы поняли. Те 2 череночка вот от этой красавицы триколор. Продолжаем осмотр. Ну, здесь моя непослушная, прям неудача. Моя неудача. Я уже заглядываю, думаю, может купить новый какой-то черенок у другого хозяина. Вот как купила Пателлу Пинк. И представляете, вот за год 1 листик. Вот этот. И она как-то растет. Я вон подперла этот расту. Ну, даже я не могу сказать, что он растет, этот ус. Этот вяло растущий усик подперла вот так вот палочкой, потому что он просто идет вот прям в землю упирается. Я не знаю, она влажная, в теплице расти не хочет. И без теплицы расти не хочет, и вообще не знаю, что она хочет. Я думаю, что неудачный черенок, потому что, видите, как-то мне прислали 2 листика на полудохлом таком вот череночке. Ну, типа укорененные, но я вам скажу, я ее пересадила, там корней толком не было. В общем, что-то надо с ней решать. Многие говорят, выкини и забудь, купи новый, и не парься. Ну, реально не растет. У меня так и с инкарсатой было. Нет, инфлата, не инкарсата. С инфлатой, но она сейчас растет, на весну пошла расти, а это сидит. Так, ну вот это мои недавно посаженные альбомаргинатные черенки. Один у меня пропал, было 5. Но здесь пока корней нет, потому что мы постояли 2 недели в водичке.
Наметились корешки, и я посадила в классман. Внизу положила пенопласт. Ну, я не знаю. Посмотрим, как быстро. Ну, тут сверху пошли уже корни, видите? Вот, сверху пошли корешки. Так, а здесь нету корешков. Ну, я постаралась поглубже вот так усадить. Ну, думаю, что скоро мы увидим там. О, и здесь корешок сверху. Ну, видите, в тепличке в первую очередь верхний ярус дает корешки. Так, а здесь? Здесь не видно, здесь я совсем утопила листики. Ну, в общем, я думаю, что через недельку, через 2 появится. Я, девочки, посмотрю, какой... Я хочу, чтобы они хорошо подросли. Выберу себе, может, даже парочку. Но с ними надо аккуратно. Вот можно легко залить. Здесь вообще вот 3 листика, 2 узлика. Но она прикольная. Очень хочу варигатную полинеру. Но она, блин, стоит. Я не думала, что... А, есть еще сильвер. Девочки, все еще кашляю. Есть еще сильвер. Ну, блин. Хотя бы с этой справиться. Если это у меня разрастется, я буду просто счастлива. Но с первого раза не получилось. И чем хорошо ходишь, если даже не получилось с первого раза, потом можно это исправить, почеренковавши. Так, это моя DS70. Просто была веточка, я ее черенканула. Что-то она тоже... Кстати, DS70 тоже не быстро укореняется. Только вон поверхностный корешок идет. Видите, он сверху. О. А в ну, там, я думаю, что внутри тоже. Вот это похоже на корень уже. Но пока сидит. Она варигатная. Просто сейчас она тут стоит в теплице. Видимо, не хватает света, и варигатность уходит без света. А что здесь? Непонятно. А вон есть корешки сверху. Они сначала сверху, а потом уже и в нижнем ярусе будут. Ну, DS70, она у меня вообще красавица. Сейчас вам тоже покажу материнское. Материнское я пытаюсь его тут из-под орхидей достать. Они тут так сдружились, так сдружились. Постоянно цветет. Ой, ой, очень красивые листики у нее. Посмотрите, кто варигатную купит, она очень нарядная. Смотрите, какая она прикольная. Все цветет, постоянно цветет. Она у меня круглый год цветет. Пахнет таким йогуртом, творожком кисленьким, брожением. Такая она у меня уже дамочка. Дамочка вся в цветоносах, вся разными, видите, переливается разными цветами. Новые листики вот такие вот. Что там такое уже? Что-то капнуло. Вообще красивая. Так что уже сухая, очень быстро пересыхает, потому что опять-таки глиняный горшок. Вот такая, девочки. Красота. И вот немножко может повести листики. Почему? Потому что если пересохнет. И листики вот так немножко деформируются. У меня тут хороший черенок на срез. Девочки, кто захочет диеску, могу срезать. Такая вот красота. Вот такая. Надо ее вот так вот сюда закрепить. Сейчас возьму какой-то крепежик и закреплю ее здесь. Вот такая вот лапочка. Ну, видите, а эти как зеленые, потому что это на окне стоит, загорает, а эти нет. Эти стоят в сундуке. Там только, ну, 18 ватт, видно, не хватает на самом дне. Ну, они потом дадут череночек, и все будет нормально. Ой, там, по-моему, вон уже что-то проклевывается. Ну, точка роста. Но она мне очень нравится. Много места не занимает. Ее можно выращивать ампельно. Красивая. Сегодня прям про мелкашки. Очень клевая. Замечательная хойка. Она цанги ее называют, буртони. По-разному. Я рада, что я купила именно варигатный вариант. Тут у меня тоже попересыхали уже красавцы. Вот смотрите, какой уже усик идет на орхидеи у Silver Dollar. Я его обожаю. Я ему здесь уже... Так, отцепляйся.
такую опору сделала. Ой, он хорошо, он уже начинает растить новые листики. Красавчик. Но я обожаю Silver Dollar, он такой блестящий. Сейчас я уже просто не знаю, куда его закручивать. О, какие новые листья. И вот такая вот усища в одну сторону. Но вот это усища больше растет. Видите, какой? Но пока не трогаю, пока не обрастет новыми листиками, не трогаю. Так, поливать надо. Ну, можно добавить водички. Вот корешки появляются. В прошлом году его... Когда я его осенью, по-моему, или летом пересаживала. В больший стакан переваливала. В общем, красавчик еще тот. Девочки, в Одессе сегодня так вот облака такие, ну, солнечно, тепло. Прям тепло-тепло. Надо пойти погулять, потому что погоды налаживаются. Так, смотрите, какая красотка. Собах EPS 961. Ох, это моя любовь любовная. Растит здесь новые листочки. Вот она усик дала, я его крутанула немножко, он сам тут закрутился. И вот она пошла листики растить, пошла обрастать. Я ее прям обожаю, обожаю. Класснючая. Собах вот это мне очень нравится. Такие картонные классные листья, тоже надо поливать. И вот такие, казалось бы, маленькие горшочки, но очень даже неплохо они растут в таком небольшом количестве земли. Поэтому хоям, я вот так разверну, не обязательно давать большущие горшки. Не обязательно. Так, не хочет просыпаться, хотя вот немножко проснулась моя макрофила. Но я жду ус, а это лист. Ты меня слышишь? Это Pot of Gold. Я жду ус, а не лист. Не дает усика. После осенней обрезки, когда я с девчонками делилась, она же была такая огромная, она на меня обиделась. Хуй, обижаются девчонки, обижаются. Так, ну здесь у меня продолжает все расти и колоситься. Гунинг-гадинг пошел туда вон наверх, вот его ус. Николсона я немножко черенканула, поставила 4, по-моему, или 3 череночка в стаканчик на наращивание корней. Попробую поукоренять, но он красивый. Сейчас он, солнце больше, стал розоветь, загорает. Надо полить, потому что он, ну да, надо полить. Быстро очень пересыхает. Когда пришла, прям листики сложил, вот так вот, как тряпочки висят. Я прям испугалась. Я подумала, что я его, наоборот, перелила и сгнили корни. Нет, я его, получается, не долила. Так, это здесь вообще непонятно, кого обнять. Это я вам показываю все время Клеменсиорум, который дал вот такой... Он, ус уже вот туда он лег на лампу, и вон туда он выходит, видите? Он туда выходит. Вот такой огромнейший ус, длиннющий, 1,5 метра. У Клеменсиорума пока без листьев. Ждем. Ачих тоже его, ну, еще не догоняет, он позже, но вот ачих тоже растит новую пару листьев. Такой вот молодец. Но они еще маленькие листики. Так вот я вам покажу. Вот. Новая пара листьев растет. Он такой упорядоченный, геометрически правильный, в отличие от просто вот этого, которого в разные стороны Индонезии. Ну, это тоже Индонезия, просто другая провинция, я так понимаю. Красивый. Так, и я хотела вам показать, что у меня здесь бутончики наливаются. Смотрите, какие, девчонки, шарики. Вы знаете, кто это? Знаете? Это ундулата. Гляньте на эту роскошь. Ой, и лист загорает. Сплэшки загорают розовым. Вот такая она у меня тут сидит, барыня, кустица. И я прям жду, вот, прям вот на днях уже они лопнут, мне так кажется. Прям вообще. Только буквально пару дней назад я их для Фейсбука делала Reels, или как он там называется. Девочки, я вообще не разбираюсь. Инстаграм, Фейсбук. Но там они были совершенно другие. И вы думаете, она одна тут собралась цвести? Нет.
Еще у меня здесь надумала цвести Каудата Голд. Расти не хочет, цвести подавай. Вот она. Вон, видите, не фокусируется. Вон там формируется цветение. Одно. И где-то я видела еще один цветоносик. Ну, там их несколько на Каудате Голд. Я говорю, давай мне расти. Что ты, говорю, цвести надумала? Так хочет. Так. Здесь пока филансония не растет. Я все жду, когда она усики свои обрастет листиками. Но она не хочет пока. Мне нравится финлансони. Очень классная. Замечательная. Такая веселая. Плотненькая. Обратная сторона очень такая пушистая. Классная. Обожаю ее. Добраться до Рангсана. Рангсан у нас расцвел. Все пишут и говорят, что у нее не очень красивое цветение. Сейчас мы посмотрим. Посмотрим, что там за цветение у Рангсана. Ой, ну вы знаете, девочки, не такое уж оно некрасивое. Это вот первый раз, как она расцвела. Сейчас ее поближе возьму, и мы рассмотрим поближе. Очень удачный тарий сидит. В общем, надо ее пересаживать. Корней уже, ну, в принципе, прилично, но она быстро пересыхает. И вот она несколько раз у меня, красивая хоечка с красивым таким сплэшиком. Несколько раз мне давала цветонос, отсушивала его. Видите, какой красивый листик, да? Замечательный сплэш. Я вообще не рассчитывала на ее цветение. Но вчера, ну я видела, что она там собирается цвести, но вчера учуяла такой приятный аромат. Боже, не подлезешь, девочки, еще, чтобы рассмотреть. У нее зонтик паникающий. Давайте вот так перевернем. Она часть бутонов отсушила. Вот она даже на этом цветоносе, несколько попыток у нее было. Слушайте, я не могу его снять, это цветение. А все потому, что оно вот так вот паникающее. И не хочет фокусироваться телефон. Ну, в общем, девочки, вот так цветет Рангсан. Сейчас я что-то придумаю. Как-то ее зафиксирую. Я прям хочу... Ой, хочу увеличить, подлезть под самый ее... Ну, покажись, и цветонос не хочет. Вот такие, короче, цветочки. А чего? Они симпатичные. Еще не все бутоны открылись, но вот это вот у меня прям первое такое у Рангсана цветение. А, кстати, пахнет он очень похоже. А ну сейчас. Да, тоже кисленьким, как вот Цанги, как DS70. Очень похоже. Прикольные такие цветочки. Просто у меня неустойчивый горшок, и поэтому он у меня тут весь ходит ходуном. Так, что, больше не увеличивается? Странно. Я же хочу тебя рассмотреть. Мне самой интересно. То, что она там стоит у меня. О боже, девочки. Да повыше, что ли, поднять. О, вот так. Повыше. Точно. Вот так над головой подниму. Будем рассматривать. Но видите, из-за того, что много бутончиков опало, зонтик получился такой не очень. Но в целом очень симпатичный мелкий цветочек. Внутри такая ромашечка, коронка, да? И с таким ненавязчивым ароматом. Ну, вечером, конечно, больше ароматит, чем днем. Потому что я вчера, говорю, вечером пришла и не могу понять. Подошла к окну, там, где Цанги стоит. Вроде как нет. А слышу аромат, похожий на Цанги. Я сюда ближе подхожу, этот аромат усиливается, усиливается. Вот, видите, нектар здесь. И я потом уже раз, и до меня дошло, что это вот эта красота. Вот так видно хорошо. Что это красота. Только открываются, видите, цветочки. Только открываются. Ну вот потянула пока вот такое цветение. Это потому, что я думаю, что я вечно с поливом не успеваю, поэтому она у меня и
Сбросила не первый раз цветы. Сейчас дам ей полива. Я ей прям оставляю, но нужно больше горшочек, это уже мало. Отцветет, я ее пересажу. Вытащу с этого горшочка, возьму побольше горшочек, тоже прозрачный. Сделаю ей микс земельки и перлита, и сирамиса, и посажу. То у нее там уже питания толком нет. Я так наливаю побольше жидкости, и она там остается, вот, и она потом допивает. Она очень быстро выпивает. Классная, мне нравится. Ты мне нравишься, ты красивая. Так вот, девочки, Рангсан цветет. Так, что я тут уже... Да, тут видно по верхнему слою, что уже надо заменять. Видите, надо отряхивать этот верхний слой. Высолы собрались уже, высолы. Ну, постоянно же какие-то удобряшки, что-то вносишь, и так вот оно и получается. Так, все, стой, пей. Мы пойдем на другие посмотрим. Конечно, хочу все-таки достать каудату и посмотреть на нее. Ой, боже, они тут с ондулатой, с такими жесткими листьями. Ой, там новый листочек, что ли, идет. Я давно не доставала, не смотрела на нее. Моя любовь любовная. Вот здесь новый листик идет, девочки. Вот он, махонький. Вот сейчас я вам покажу поближе. Я все жду, когда, вот я же говорю, усик хочу. А она все листики растит. Ну, листики нам тоже не помешают. То есть на тех усах, да, вот видите, вот бутончики. На тех усах, где она вырастила по одному листу, она решила сейчас на весну доращивать листик. Но не везде. Здесь нет, здесь цветонос решила растить с этого узла. Я говорю, давай, продолжай мне здесь. Я же обрезала. Девочки, напишите, укоренились у вас хоечки, которые я... череночки, которые вот мы с вами тут обрезали. О, гляньте! С одного узла, на котором нет листьев, 2 цветоноса. Ничего себе. И здесь цветонос ниже. Чего себе. Что-то я не пойму. А здесь что? Здесь вообще непонятно что. Может лист, может точка роста. Да. Короче, ну вот это вообще... Смотрите, сколько я цветоносов насчитала. 1, 2. Где еще? Ну вот 3. Значит, вот здесь вот. Давайте так считать. 1, вот, 1 уже большой, с бутоны начинают расти. Здесь ничего. Здесь 2 цветоноса. И там ниже, по-моему, да, еще один. Где я видела? Ну, 3. А, ну тут мы не поняли, что. Тут мы не поняли, что это такое. Не то цветонос, не то листик. Скорее всего, что цветонос. Ничего себе. Ну и новый листик вот этот вот, мохнатенький. Такая вот красотень. Ну, решила зацвести. Ну, я не знаю, надо мне смотреть. Но она сейчас тяжелая, политая хорошо. Надо мне смотреть, чтобы она не пересохла. И чтобы она... Да, блин, 2 цветоноса. 1, 2, 3. И 4. А, вот же еще цветонос. Вот. Такой корявенький. Вон, видите, маленький. 4. Это 5, что ли, растет. Что это ты, красавица? Решила тут меня поразить своим цветением. Ты мне давай этот самый усик. Усик давай. Ну, решила цвести. Ох, обожаю каудаты. Особенно вот эту голд. Девочки, кстати, я перевернула эту орхидею сюда. Теперь, когда захожу, вижу это красивое облако из орхидей. В общем, вот такая прелесть. Прелесть. Ну, жду ундулату. Ундулата, конечно, вообще. Вон там еще пару листьев растит. На этом узле вообще ничего нету. Ну, посмотрим. О,
Гудин-гадинг тоже листьями обрастает. В общем, все молодцы. В общем, сейчас, девочки, буду аккуратно составлять. Тут у меня еще позади. Надо аккуратно ничего не уронить. Ну, ундулата, да, вам нравится? Мне так нравится. Вообще такие прям вишни. Прям, я не знаю, ягоды какие-то. Потом цветок очень красивый. Насчет аромата не знаю, потом вам расскажу. Думаю, что через пару дней будем снимать видео про цветущую ундулату, наверное. Так, ну, калистофила калимантан. Там девчата у меня просили, но она дала вот такой ус, который пошел туда дальше. Но пока листьями не обрастает. Обрастет листьями, буду пытаться укоренить. Либо просто на срез вам предложу, либо поукореняю. Она цвела недавно, но она быстро отцвела, поэтому... Девочки, это тетраспис цветет здесь, поэтому не подумайте, это не ее цветочек. А ундулаты вот такие 2 листочка, но они на усике не такие большие, как вот здесь, ближе к основанию. Вот возле основания они лонг, а вот здесь они такие махонькие. И вот здесь какие-то зачаточки есть листиков, посмотрим. В общем, вот такая красота. Все, девочки, еще раз показываю вам ундулату. Ставлю на место Борнео. Тоже красавец, загорает, прям суперски. И, конечно, у меня сейчас вот эта тема ундулаты прямо очень-очень меня волнует. И я прям в ожидании, в ожидании, в ожидании. Красота. Когда это впервые у тебя и на твоих глазах происходит, это прям какое-то, знаете, ой, невероятные ощущения, невероятные. Я показала вам еще одну каудату. Это каудата Сильвер. Тоже он такой цветонос с бутонами на такой антенне. Прикольная, тоже такое усище дала огромный. Вон туда он пошел, вон туда. Видите, вон там. О, туда полез. Ну и на пустом усике сообразил вот такой вот зонтик. Ну, соображает еще. Все, друзья мои, всем мира и добра, всем позитива, всем всего самого-самого наилучшего. Всех обнимаю. До встречи в комментариях.